на фоне леса. А сегодня разберем 3 метода фрезеровки деталей для последующей склейки по пласте. Я сейчас буду показывать, во-первых, зеркальную фрезеровку, с ней чаще всего, больше всего проблем у тех, кто это делает в первый раз. Потом фрезеровка деталей по отдельности при помощи линейки из камня и верхнего подшипника, фрезы с верхним подшипником. И третий момент, которым я пользуюсь чаще всего, это фрезеровка при помощи такой немудреной платформы на фрезер и линейки от погружной пилы. Ну и еще мы стык склеим, тоже там пару моментов, нюансов есть, как выровнять стык, на что надо обратить внимание, вот такие мелочи. Значит, подопытный у нас, я не знаю, будет видно, нет, остров 1,5 метра на 900. Стык будет приходиться на середину, то есть отрезали один кусок на 760, второй кусок на 760, 760 на 900. Фрезернули, склеили, то есть стык посередине. Но обычно я так делаю. Имеет место быть, можно взять 760 полоску на 1,5 и взять полоску, сколько там? Не, сколько, погоди. 900 минус 760, что получается-то? Ебать. 150, да? Можно так, но если мы срезаем 150 на 1,5 метра, у нас в листе остается обрезок 1,5 на 600. Если повезет, он куда-то пойдет, если нет, то нет. Фрезеровка по подшипнику фрезерует чаще всего стыки по месту на монтаже. То есть монтажник берет с собой кусок камня ровный, с ровным торцом. У него при себе фрезер, фреза с верхним подшипником, соответственно, что-то не подходит, он смотрит, надо спереди миллиметр убрать. Все, он ставит, сзади 0, спереди миллиметр, просто сносит это по подшипнику. Соответственно, это намного проще и быстрее. И перейдем к первому методу, самому простому методу, скажем так, монтажному. Вот у меня заводской торец, вот у меня линейка из камня, здесь у меня торец отфрезерован, то есть он условно ровный. Условно ровный, скажем так, он ровный. Значит, тоже небольшой момент. Вот у нас габарит 760. Я отрезал от листа. Здесь два заводских края. Эти заводские края, они имеют завалы. Эти завалы образуются, возможно, при полировке листа на заводе. То есть они здесь маленько слизаны. Слизаны они где-то миллиметров 5-7, по-разному бывает. И что из этого следует? При фрезеровке, любой зеркальной фрезеровке, как угодно, вот здесь надо срезать миллиметров 5 и только потом фрезеровать. После этого сводить. В противном случае у нас получится, яма, то есть маленькая яма, я не знаю, видно, показываю, нет? Маленькая яма, которую мы, забодаемся растягивать. Лучше всего сразу срезать 5 миллиметров на заводском краю, потом фрезеровать, уже стыковать и так далее и тому подобное. Здесь все достаточно просто. Выставляем линейку. Чем меньше, тем лучше. То есть где-то миллиметр. Естественно, струбцинами это все фиксируем. Фиксируем саму деталь. Вот верхний подшипник, можно наблюдать на нем остатки, скажем так, вот этой пыли, грязи. Все это необходимо счистить. Счистить, смазать подшипник, потому что он будет катиться по всему вот этому налипшему, и мы получим волнистую фрезеровку. Я для этого использую ВДшку и скотч-брайтом чищу. В особо запущенных случаях можно использовать стамеску. Все, значит, почистили. Здесь даже, я думаю, объяснять ничего не надо. Ставим подшипник на линейку, срезаем. Ёбаный шнурок. Все, проходим вторую деталь, также покажу, как сойдется. Примерно так сходится. В принципе, о чем я и говорил. То есть, был бы он на 600, в принципе, сошелся. Здесь 900, середина сошлась, перед сошелся, позаду щель. Это означает, что каменная линейка, она сама по себе, показалась кривая. То есть, ровную подобрать я не смог. Так или иначе, таким методом пользуются и на монтаже, и зачем-то в цеху так делают. В общем, имеет место быть. Единственное, что нужна ровная линейка. Третий метод фрезеровки по линейке от погружной пилы, я им пользуюсь в цеху.
Чаще всего это фрезеровка уже готовых деталей столешницы. То есть, когда мы столешницу собрали полностью, у нее вот есть торец, где у нас стык, кладу линейку, фрезерую. Это намного проще лично для меня. Этот метод зависит от ровности линейки. То есть, если у нас есть вот на этом ребре какие-то дефекты, там зарубы, там может замятия какие-то, скорее всего не получится. Здесь линейка свежая, новая, в общем, макитовская от погружной пилы. Можно и фестовскую, разницы нет. Вообще, в принципе, любая линейка пойдет. Здесь основной смысл в платформе, которая прикручена к фрезеру. То есть просто кусок камня, 16-й паз, известный мне размер. Соответственно, я ставлю 125, и при этом условии у меня сфрезеруется миллиметр. Выставил, фиксирую струбцинами для этой линейки. Фиксируем деталь, само собой. Так, и здесь все достаточно просто. Принцип тот же. То есть стараемся фрезеровать верхом фрезы. Естественно, тут уже не по подшипнику катимся. Вот. А здесь можно наблюдать, что есть люфток. Я не знаю, видно, нет. Есть люфток, и он есть не просто так. То есть, сейчас, я не знаю, будет видно. Как я делаю? Я делаю в два прохода. Сначала площадку я упираю вправо, то есть в эту сторону. За счет люфта я снимаю чуть меньше. Основную массу, скажем так, я снимаю за счет люфта, когда я упираю площадку вправо. На чистовом проходе, когда я второй раз прохожу, я уже упираю площадку влево. И за счет вот этого небольшого люфта, который здесь у меня есть, я снимаю на втором проходе, там 2 десятки, там 3 десятки, то есть совсем немного. А чем меньше мы снимаем, тем чище получается фрезеровка. Прижимаю вправо. Прижимаю влево. Точно так же торцую вторую деталь. И в принципе стык сошелся, то есть его уже можно спокойно склеить и получить вот эту бесшовную склейку. Вот. Но надо показать еще зеркальную фрезеровку, поэтому я переместился на этот стол. В принципе, такой стык на 900 я бы изначально зеркалил. То есть все, что я показал, это просто для примера, да, сама технология, как это делается. Зеркальная фрезеровка, сейчас буду делать, это чаще всего в случаях, когда у нас большие детали, большие стыки, то есть больше 700-800, лучше всего зеркалить. Когда еще тем более цвет какой-то неоднозначный, лучше отзеркалить, и отзеркалить еще и в два этапа. Покажу как. Здесь первое что? Большой стол. Когда у нас детали полностью лежат на столе, они нигде не свисают, не болтаются, у нас нету никаких подпорочек, подножечек, еще что-то. Второе, даже большой стол. Здесь где-то 1,20 м или метр 1,20 м, по-моему. Тем не менее, зеркалить я сейчас буду на перемычке. Посередине здесь проходит перемычка из трубы 40 на 40. Соответственно, на ней я буду зеркалить, потому что даже большой стол из профильной трубы, здесь лежит, по-моему, 20-я фанера. Если это делать где-то в середине, то есть где нету перемычки, есть риск, что стол у нас прогнется в момент фрезеровки. То есть когда мы будем фрезеровать и давить, соответственно, в линейку и чуть-чуть вниз, в этот момент стол прогибается, и получается, вот детали у нас были изначально так. Мы начали фрезеровать, жмем на стол, детали у нас вот так расходятся, мы проходим здесь фрезой, фреза, соответственно, делает их параллельными, а потом мы, значит, убираем давление со стола, детали возвращаются в обратное положение вместе со столом, и мы получаем клин. То есть
кверху детали расходятся после этой фрезеровки, и ты стоишь, не понимаешь почему. А это потому, что стол прогнулся в момент, когда ты фрезеровал. Второй момент. Стол ровный. Ну, плюс-минус. Плюс-минус он ровный. Если у нас бугор, либо же яма на столе, соответственно, также у нас лягут в эту яму детали, и мы их прозеркалим, они также с этой ямой и склеются. С бугром та же самая история. То есть у нас получится плавная яма, деталь склеится дугой. Ну и очевидно, что весь мусор, всякие баребушки, шанышки, там эти вот, остатки термоклея, еще чего-то, это все надо счистить, потому что, опять-таки, ну, детали должны быть как можно ровнее, чтобы не было такого, одна деталь выше, другая ниже, то есть они должны лежать в одной плоскости. Это в чистую. Так, все подготовил, значит, ну, выставить зазор можно арголитом, допустим, я это делаю на глаз. Здесь что? Во-первых, закрепить обе детали, то есть два. Здесь я термоклеем зафиксировал. Линейка, либо же кусок камня здесь не столь принципиально, чтобы прям эта плоскость была идеально ровная. То есть она может быть чуть кривая, ничего страшного. Дальше важный момент. Как детали отфрезеруются, так они и должны сойтись. То есть они не должны разъезжаться. Здесь я просто выставляю по переду. То есть вот этот край у меня вровень выставлен. Когда я сведу детали, у меня этот край должен сойтись вровень. Ну и естественно, то есть когда мы фрезером ведем, нам не должны не помешать струбцины, ни какой-нибудь там провод, который за что-то зацепился, задел. То есть мы должны одним уверенным, четким движением пройти, не останавливаясь. Таких приколов типа прошел, что-то остановился, весь потанцевал, еще прошел, вот так покрутился весь, вот так, вот так, вот так, вот так получится говно. То есть надо пройти одним четким уверенным движением. Опустили фрезу чуть ниже 12 мм, ну, толщины камня, опустили, раз и ведем. Не очень быстро, не очень медленно. Ведем, 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 ведем. Все, остановились. То есть за одно движение это нужно сделать. Фреза обычная пазовая. Сейчас стоит 6 мм. Вот у меня есть восьмерка. Хорошо, если есть десятка, двенашка и 14 и так далее. Зачем? Зачем? Сейчас покажу. То есть обыграем ситуацию, если мы все-таки косякнем. То есть если мы проходили, и этот зазор у нас был слишком маленький, фрезеру было тяжело, мы что-то его толкали, он у нас загулял. Сейчас фрезеруем первый. Упорный винт тоже надо зафиксировать, чтобы у нас на фрезере не было люфта. Вот эта ситуация, да, то есть тебя дернуло, ты что-то закружился, завертелся, и ты вот смотришь, думаешь, блин, сойдется, не сойдется. Соответственно, не надо думать, надо сделать следующим образом, если ты не уверен, что сойдется или нет. 6-миллиметровая фреза стоит. Сейчас мы меняем ее на восьмерку. Тем самым мы снимем вот уже точно минимальное количество материала по 1 миллиметру. Легче будет фрезе, и с вероятностью 95%, 99%, что у нас все получится хорошо. Ну, то есть в случае такого дурацкого косяка, когда ты там задел ногой, уперся в струбцину, еще что-то такое, не надо все это пересобирать, выставлять заново, просто поставь фрезу на 2 мм больше. Сейчас ведем, посмотрим, что у нас получилось. Ну, в общем-то, все. Вот это такой абсолютный метод, когда вот, ну, если так не получилось, это уже все, на тебе крест стоит. Все, оно стянется сейчас. Ну, тут зазоров вообще, в принципе, нет. Вот. Блин, забыл. Еще один метод есть. Ну, фрезеровка по упору. Упором будет выступать линейка. Вот. Здесь имеет значение, насколько она ровная. Значит, в чем суть метода? Выставляем линейку на известное нам значение, упираемся прямой частью площадки
И таким образом упираемся и фрезеруем. Естественно, будет удобно, если площадка будет чуть поменьше. Но, в принципе, такое я тоже могу сделать. Сейчас показать. Господа, ну и, естественно, не буду повторяться. Описание к видео, там, ход ноги, Сбер Тинькофф, все дела. Если вы обработчик, если вы еще не нашли нашу группу, вступаем, задаем вопросы, там, делимся опытом, с пеной у рта доказываем, что галтель нужно клеить в четверть и только в четверть. Все обсуждаемо, все обмусолим. Ну, смысл, я думаю, понятен. То есть с такой платформой, где у нас будет один ровный край, фрезер у нас не будет поворачиваться по оси. Самые скилловые чуваки могут отфрезить и вот круглые станины, то есть прям четко, ровно провести. Ну, нахуй надо. Ну, опять-таки, не могу гарантировать, что будет видно. Ну, прям стык очень хорошо сходится. Вот так по упору. Прям замечательно. Все, почистили, помыли ацетончиком. Под шов я наклеил бумажный скотч, ну, чтобы деталь не приклеилась к столу. Клеются бабышечки, то есть тут 4 пары, примерно сантиметров через 20. Смысла лупить их через каждые 5-10 сантиметров нету. Если стык не сходится, он не сойдется. То есть хоть ты вот 2 доски сюда саморезами прикрути, ну не стянешь, ничего ты не сделаешь. 4 пары кубиков клеются не для того, чтобы с каким-то усилием стянуть стык, просто для того, чтобы распределить между струбцинами усилия. Потому что они могут оторваться, струбцина может соскочить, то есть это просто страховка. В теории можно поставить струбцину сначала и с конца, и это сойдется, потому что стык либо сходится, либо нет. Отдельная ситуация, если мы клеим узкую полоску, то есть сантиметров, ну даже 15-20. Вот в этом случае, да, надо их почаще, там через 15-20 сантиметров ставить эти кубики, потому что, ну, полоска узкая, она уже изгибается, ее можно поджать. А так все, в принципе. То есть раздвигаем миллиметра на 3, наносим клей. Ну, одного уверенного прохода хватает. Чуть-чуть мы его, чтобы он вниз подтек, чуть-чуть развели и сводим. Следим, чтобы перед у нас сходился, потому что мы выставляли. Прихватили стык, сейчас его надо выровнять. Наперед ставлю, ну вот кусочек МДФ, посередине вырезан желобок на торцовке, чтобы там шов проходил. Протираем палец. Можно делать лезвием, можно делать стамеской. Кстати, стамеска есть поблизости. Ищем зацеп. Не уходит. Не уходит. Вот эта часть не хочет садиться, ну, может, что-то попало, может, толщина камня разная, по-всякому бывает. Такой лайфхак, он, ну, я, конечно, не могу сказать, что прям именно так нужно делать, но я так иногда делаю. То есть клею на ту часть, которая ниже. Вот, приклеил на суперклей, приклеил на ту часть, которая ниже, соответственно, проверяю. Вот эта часть у меня выше. Так как стол сплошной, я не могу как-то продавить его. Ну, чуть дальше тоже такая история. Тоже деталь не застукивается. Опачки. Я все-таки пальцем это сделаю. Стамеска как-то не нравится. Чуть-чуть передаю лишнего. Ну, естественно, палец ацетоном протереть перед тем, как в шов лезть. Может случиться оказия. Так, вот там еще. Тоже значит, не нравится. Маленько. Ну, то есть это такой вариант чисто подстраховаться. Клеишь стык, сразу себе отпили штуки 4. Ну, на всякий случай. Ну, мало ли что. Перед тем, как сбивать вот эти кубики, даже если они приклеены на термоклей или на цианокрилат, лучше всегда сбрызнуть ацетоном. Сбрызнуть ацетоном, только потом отбивать. Дальше фрезер на лыжах. Это опция не обязательная, это я подглядел у нашего забугорного коллеги.
В чем здесь смысл? Казалось бы, хватай 80-ку, рви шов, все будет хорошо. Но, опять-таки, если у тебя кудрявые пальцы, как у меня, ну, закопаться, в принципе, это не хитрое занятие. И закапываются в основном из-за чего? За счет того, что у нас горка клея, ее там как-то краешком, кончиком снимают, либо сразу ставят машинку, пытаются сразу всей пластью машинки шлифовального круга содрать вот эту горочку. В общем, из-за этой горочки тарелка у нас огибает ее, и краешки здесь шлифуют. То есть у нас шлифуется шов, ну и он как бы огибается, и еще шлифуются вот эти участки. И здесь роется яма потихоньку. Сколько ты там не проходи, сколько ты там не вози. Не, ну конечно, да, можно это сделать машинкой сразу. И если не хочешь испытывать судьбу, лучше всего сфрезить. Не обязательно на лыжах, то есть на одну ногу можно поставить. Убрать основную массу клея. Это помогает. Оно и шлифовать легче потом. Прям совсем в ноль ставить не надо, потому что есть риск, что мы закопаемся. Она как бы должна вот не цеплять материал. Если она цепляет, значит чуть-чуть надо приподнять. Все, я снял основную массу клея и, казалось бы, шлифуем. Нет, сейчас мы проявочкой-то это все натрем. И потом шлифуем. Ну, проявка на белых цветах, я не знаю, это намного легче, потому что бывают такие ситуации. Вроде сошлифовал, на финишном этапе полировки у тебя ореол вылезает клея. Ну, чуть-чуть ты не убрал. Все, начинаешь заново, там с 240 или со 180. Вот эти штучки, они еще очень хорошо могут помочь на монтаже, потому что на монтаже, ну, бывает такое, что вот где-то позаду ты не можешь выровнять, и, соответственно, у тебя там ступенька, и ты долбишь, и потом, ладно, хер с ним, короче, ступеньку сошлифую. Вот можно не хер с ним, можно вот такую штуку использовать, клинышек, и, соответственно, то есть, если стык гуляет позаду, можно подфиксировать таким методом, ну, как я показал. Кто-то подумает, да, зачем так вот изгаляться, то есть, в цеху, да склей как-нибудь, то есть, там же, ну, 80-ка, 40-ка, 60-ка, кто чем пользуется. Стык разогнать проблемы нет. Да, зачем его разгонять? То есть изначально стык надо постараться склеить как можно ровнее, чтобы вот сошлифовать чуть-чуть. Прям чуть-чуть сошлифовал, и все, и готово. Чем больше ты будешь возюкаться грубой наждачкой на стыку, тем большую яму ты нароешь. Может, не локально, в целом яму нароешь, то есть это уже проверено. Стык надо стараться сводить максимально ровно, без ступенек. И потом вот прям чуть-чуть шлифанул, и все, готово. Шов склеился. В принципе, его не видно. Но кто знает, тот понимает, что здесь и обсуждать нечего. То, что, ну, цвет такой, типа, тяжелее белый склеить, чем вот такой цвет, чтобы на нем еще шов какой-то появился. Вот. А что еще хотел сказать? Тоже вариант. В принципе, кто работает исключительно эксцентриком, то есть не ротексом, а просто эксцентриком, и вот на швах бывают вот эти моменты, когда долго ты трешь этот шов, вытираешь, растягиваешь его. Ну, не знаю, эксцентриком не работал чисто, не знаю, как могут там быть какие-то затыки. Есть вариант либо болгарка, либо полировальник, вот такой кожух, пылесос. В принципе, тоже. Да, надо приловчиться, потому что можно закопать яму. Ну, я уже шов сполировал, я не буду сейчас ширкать. Соответственно, да, то есть, ну, на одном месте никогда не стоим. То есть, какими-то такими движениями можно пробовать это делать болгаркой либо полировальником. Ну, болгарка должна быть хорошая, с регулировкой оборотов. Полировальник, соответственно, он, то есть, вытягивает низкие обороты. То есть, им сложнее закопаться, чем болгаркой. Это быстрее будет. Это быстрее даже, чем ротексом, но есть риск. Вот, собственно говоря, о чем и речь. 4 метода фрезеровки пласти. Какой использовать, в каких ситуациях вкратце я обрисовал. Ну и, соответственно, уже каким пользоваться, решать вам. Метод с подшипником, ну, маленько шильцо. Я такого куска камня еще не находил, чтобы ты положил и по нему прокатался, и все, и там ничего, ни подшипник не облип, не залип, и все хорошо сошлось. Но редко, когда такое случается, это такой немножко залипушный метод, но тоже имеет место быть, потому что есть еще ниже ситуация, когда чуваки пилят погружной пилой,
и склеивают, и у них что-то склеивается. Ну, они там макаронинку могут присунуть, там щелочка чуть-чуть там подзамазал. Вот, так что метод с подшипником, он еще и имеет место быть на самом деле. Также не забываем, есть метод с волновой фрезеровкой. Он применяется на мраморных декорах, где есть, ну, текстуры под мрамор. 2 раза я пытался сделать этот шаблон, он у меня получился, я сделал один стык и вообще не понял, зачем это сделал, потому что стык виден. Он виден, что прямой, что вот такой он волнообразный у тебя будет. Стык будет виден. То есть ты никак не скрадешь вот этими волнами, не размажешь, не размоешь. Ну не будет этого. Все равно будет стык. А волновой стык на мраморных декорах просто индикация того, что ты умеешь делать волновой стык. Все. А так, ради бога, вон у Дениса Рязанова из HPL Пластика, по-моему, есть шаблон для волновой фрезеровки. Покупай, пользуйся, проблем нету. Можно самому сделать, но если очень нужно. Ну, это шильцо. Господа, за сим все. Надеюсь, видео было хоть чем-то полезно. Какие-то прояснения насчет там зеркальной фрезеровки, как там другими методами можно обойтись. Не забываем заходить в нашу телеграм-группу, если вы обработчик. Делимся опытом, спрашиваем совета. Можно послать меня, могут послать вас, могут послать всех. То есть, ради бога, любые темы в рамках приличия. Все, удачи.